Здравствуйте, дорогие друзья! Неделю назад я стал свидетелем печальных новостей. На красноярских столбах на государственном природном заповеднике заблудился мужчина. И спустя несколько дней поисков его нашли мертвым. По первым осмотрам тела было понятно, что мужчина умер от отморожения. Замерз, грубо говоря. И сегодня, в этот прекрасный день, я решил выбраться в лес с ночевкой и попробовать показать вам на личном примере, что можно сделать, если вы заблудились. И при мне нет никакого снаряжения абсолютно. Ни рюкзака, ни спичек, ничего буквально. Представим такую ситуацию, на личном примере я это буду делать. Я заблудился. Какие мои первые действия? Смотрю, сколько время. Время близится к вечеру, скоро будет темнеть. Нужно мне приготовить какое-то укрытие для того, чтобы переночевать. Причем без костра, сами понимаете. А на улице, не так уж и жарко. Где-то минус 13 градусов, я смотрел, было. Конечно, когда мужчина заблудился, было чуть похолоднее, но, видите, мне не повезло. Немного поднялась температура. И, как правило, вы сами должны знать, что на столбах наверху гораздо холоднее, чем ниже. Где-то во враге, например, или в каком-нибудь распадке. И что я делаю? Спускаюсь вниз. Пока идем до предполагаемого места ночевки, нам нужно кое-что с вами сделать. Для чего мы это сделаем, потом расскажу. Везде по лесу можно встретить вот такие гнилые березки, которые уже давно развалились, гнили внутри. На них, с этих березок, можно с легкостью оторвать кору. Для чего она понадобится, я вам чуть позже покажу и расскажу. Можете взять приблизительно вот такие куски толстой коры. Их вы всегда по лесу можете найти. Не обязательно, чтобы это, конечно, береза была. Но береза вроде как и попроще отламывается, и ее проще найти везде. Возьмем это с собой. Пришел на место ночевки, где буду сегодня ночевать. И перед тем, как сооружать свое убежище сегодня, я не могу не напомнить вам несколько простых правил, которые каждый должен знать. Перед тем, как вы куда-то собираетесь в поход, либо куда-то в другое место, обязательно, пожалуйста, напомните об этом кому-либо. Родственникам, друзьям, маме, папе, мужу, жене, брату, сестре, неважно. Главное, чтобы кто-то знал, где в случае чего вас потом искать. Второе правило. Имейте всегда при себе какой-нибудь минимальный набор снаряжения. Хотя бы спички. Будут у вас спички, зимой можно будет уже сохранить себе жизнь. Даже ночью в тайге. И третье, это вы должны преодолеть свой психологический барьер. На начальных стадиях уже, когда вы только собираетесь в поход. Что вы должны понимать, вы идете в лес и, возможно, заблудитесь. Не дай бог, конечно. И вы психологически должны морально уже подготовлены быть, что вам придется ночевать в лесу. Потому что если вы запаникуете уже, когда непосредственно заблудитесь, то может быть печальные последствия. Перед тем, как уже располагаться на месте, которое вам понравилось, обязательно посмотрите вокруг, чтобы не было рядом стоящих сухих деревьев. И наверх посмотрите, чтобы никаких веток сухих не было, потому что если пойдет сильный ветер, ветка может обломиться и упасть на ваше жилище. Будет не очень весело. И во-вторых, чтобы рядом с вашим, так сказать, лагерем были какие-нибудь елочки.
Вот, неважно, сухие или живые, главное, чтобы можно было наломать. Вот вы видите, вот такие маленькие веточки тоненькие, вот они нам пригодятся. Ну и непосредственно сам лапник, на котором мы будем спать. Но это все потом. Вот, и давайте приступим непосредственно к строительству. Снежное укрытие, которое я сегодня буду сооружать, называется снежанка. Ну, либо кто-то называет ее снежный кокон. Значит, что делается? Вот по периметру, ну, выбрал место, сгребается снег в кучу, он уплотняется, схватывается и образуется плотный такой сугроб, в котором вырывается такая канава, куда залазит человек, закрывает вход, и там тепло. Вот. Ну, это все, конечно, в теории, это все выживальщики суперовые, которые там на ютубе советуют. Им там тепло, конечно, в спальниках, там с обогревателями, с какими-то, да, там может быть тепло. Но у нас, ну, имеется в виду, когда заблудился этот мужчина, было минус там 25 порядка градусов, как бы там уже не до шуток. Вот. Выбрал место еще, обратите внимание, не знаю, будет видно, не будет на камеру, немного под уклоном идет такое место. Вот. Это делается для того, что теплый воздух скапливается вверху, холодный внизу. Поэтому мне нужно, чтобы мое тело находилось чуть-чуть выше, чем сам вход. Так, вот эта территория, где я собираюсь сейчас соорудить сугроб. Вот. Что я буду делать? У меня, повторюсь, ничего нет, кроме коры, которую я сорвал. Но она чуть-чуть попозже понадобится. У меня есть ноги. С помощью своих ног я начинаю сгребать снег в кучу. Вот. Высота кучи должна быть в идеале, конечно, до плеч. Это будет совсем идеально. Но если ситуация, повторюсь, критическая, то можно чуть-чуть поменьше сделать кучу. Вот. Ну и что, приступим сгребать. Здесь желательно помять то место, где будет основание. Помнем, ну, чтобы снег уплотнился и чтобы он не обвалился. Ну, маленько помнем так. Ждать после того, как вы сделаете кучу, ничего не надо. А то многие уверяют, что нужно подождать час-два, чтобы куча застыла. Когда вы бросите последний кусочек снега на макушку, основание внизу уже будет плотно. Поэтому ров начинаем копать сразу, вот, чтобы сэкономить время. А когда вы изнутри уже начнете расширяться, да, ну, по бокам, вверх, уже внутри сугроба, макушка также уже уплотнится. Поэтому ждать не нужно, чтобы она там застыла. Ну и все. И начинаем сгребать ногами в кучу. Процесс не быстрый. Так, с момента сгребания снега включил секундомер и посмотрим с вами, сколько времени заняло у меня сгребание кучи. Так, включаем. Все, поехали. И куртку я сниму, чтобы не промокнуть, потому что мне уже тепло, согрелся, и я не хочу, чтобы куртка, кофта промокла. Потом спать, ну, я просто сталкивался уже с этим. Будет не очень весело, когда одежда мокрая, а на улице холодно.
Ну, высота практически до плеч мне. Вот, и желательно обкапывать этот сугроб по кругу, чтобы он насыпался равномерно. Так, ну получилась вот такая куча, вроде ровненькая, правда, где вход, вон там будет у меня чуть-чуть подровнять еще. Вот. Получилась такая куча, ну да, примерно мне по плечо. Вот, вот так я здесь все обкопал в округе. Копал, кстати, корой. Так, в той стороне, куда я рою свой путь, я воткну вот такие палочки, ну, сантиметров по 40. Ну, можно отмерить, вот до локтя они у меня. Вот. Я вставлю вот, ну, вот гора, вот в эту сторону я рою, с той стороны. Вот. И я вставлю сюда палочку вот эту. Вот. Потому что когда я буду оттуда рыть, я увижу кончик этой палочки, ну, не дай бог, вот, и будет понятно, что стоит остановиться. Потому что толщина снега останется вот толщиной с мой локоть. Вот. И также я сейчас несколько палок воткну, ну, доверху. Ну и по бокам парочку воткну, чтобы были некие сигнализаторы такие. Ну, суть в чем? Сейчас я начерчу примерно границы входа, которые начну рыть. Вот. И извлеченный снег изнутри я также буду забрасывать наверх. Ну, чтобы снег был чуть-чуть потолще, чтобы мне было теплее спать. Вот. И вот эта кора, которую мы по пути сюда нашли, шикарно подойдет как некая лопатка такая, которую я и буду выгребать снег. Ну и приступим. Так, ну что, друзья. Так, пещеру я вырыл. Так, ну, длиной она примерно 2,5 метра. Может быть, чуть-чуть подлиннее. Ну, это самый раз. Вот, узенький туннельчик. Точнее, узенький вход. Это для того, чтобы здесь основная часть холодного воздуха скапливалась. А мне предстоит спать вон там, не знаю, будет видно, нет, на камеру, потому что тут жутко темно. Опа. Двигаюсь на локтях. Вот. Вот здесь, значит, я сооружу небольшой матрасик такой из сухих веток. Наломаю я их с ели, либо с пихты. Они там легко ломаются. Вот. Ну, примерно вот такой слой от земли, сантиметров 10. Вот. И сверху этих веточек уже наломаю лапника зеленого и нашел там немного сухих веточек, сверху их положу. Вот. И будет шикарная постель. Вот. Значит, по размерам эта пещера должна приблизительно составлять размер 3 ваших тел, скажем так. Вот. У меня рост 1,90 м. И, конечно, сил ушло много на строительство этой снежанки. Вот. Был бы я поменьше ростом, как и говорилось ранее, ушло бы меньше сил. Вот. А так размеры внутри снежанки должны быть
в районе 3 ваших тел приблизительно. Вот. Ну, я примерно так и отрыл. Мне тут и развернуться будет где. Вот. Ну и до выхода у меня далеко. Ну вот так я лежу. И до выхода у меня далеко. Ну, выход, естественно, закроется. Как он будет закрываться, потом узнаете. Все. Пойду заготовлю веточки и начну их сюда затаскивать и готовиться уже ко сну, потому что уже темнеет, а в сумерках я что-то по лесу ходить не очень хочу. Так, сухих веток вот я заготовил. Ну, тут вперемешку с зелеными маленько, ну ничего страшного. Вот, это кучка сухих веток, которые будут в основании матраса у меня. Вот, дальше здесь немного заготовил лапника из пихты. Заодно будет приятный запах у меня сегодня на спальном месте. Вот. Ну и немного, что нашел, вот, совсем сухих веточек. Ну вот, видите, оранжевые уже. Вот, их я в самом верху положу, чтобы мне меньше холодило тело. Так, вот готов мой сегодняшний матрас, кровать. Не знаю, будет, не будет видно. Запах потрясающий, пахнет пихтой. Вот. И с собой спать я взял вот такую палку, длинную. Ну, она где-то 1,60 м примерно. Вот, она будет у меня здесь лежать. Это для того, чтобы, когда мне начнет не хватать кислорода, я пробью отверстие, ну, на уровне основания, в самом низу, да, вот, где у меня вход, чтобы оттуда потихоньку заходил кислород, чтобы я здесь углекислым газом не дышал. Вот, я пробью дырочку, чтобы он сюда потихоньку заходил кислород. Вот. Ну, а как закупорить дырку, сейчас я покажу, когда начну готовиться, потому что еще чуть-чуть светло. Вот. А потом, надеюсь, до самого утра я прохраплю. Вот. Ну, если что получится, может ночью, если я вдруг проснусь, то отсюда сниму. Ну, а что делать? Вот, при себе ничего нет. Конечно, был бы рюкзак, было бы попроще, я бы рюкзаком вход закрыл и все нормально. А так у меня вот. Вместо коврика у меня, ну, вместо пенки хвоя, вместо спального мешка у меня мой зимний костюм, выданный работодателем. Взял его с работы. Вот. Вот в таких условиях буду ночевать. Так, ну и поскольку строительство я завершил, перед нами открывается такой опять психологический момент, с которым нужно определиться. На данный момент температура довольно не жаркая, а на тот момент, когда мужчина заблудился на столбах, было еще холоднее, там порядка 25 градусов со знаком минус было. Вот. И перед нами открывается такой выбор. Вот. Либо вы, обнявшись с елочкой, да, проведете тут свою последнюю ночь, либо вы попытаетесь счастье и залезете вот в эту дыру, где, может быть, вам повезет и вы проснетесь утром. Вот. Ну, что я сегодня и собираюсь делать. Так. Ну что, господа, полез на ночлег. Сейчас я буду закупоривать стенку. Вот. Как я это буду делать? Я нагреб с внешней стороны чуть-чуть снега. Вот. И этим снегом я зарос. Плюс у меня есть еще кора, помните, которую сорвал. Вот. Ей я еще закрою там какие-то дырки. Так, ну вот чуть-чуть засыпал вход. Последние штрихи остались. Вот, корой и снегом, веточками тут прикрыл. Вот, по-другому не получается. Вот. Ну, сейчас вот этим снегом, что у меня вот здесь есть, я сгребу и сделаю тут такую заслонку.
Так, ну все, я улегся. Ну, там замуровал вход. Вот сейчас я чуть-чуть еще сюда продвинусь. Вот, кстати, палочка, которая, ну, сигнализатор у меня был, помните? Вот она. И как раз может быть там вентиляция. Так, ну все, сейчас попробую немного поспать. Ну, если повезет, то будет уже утро. Тепло достаточно. Я вот без перчаток лежу. Ну, пар идет, потому что это у меня от куртки, я мокрый. Как я буду спать, я не представляю. Поэтому всякого рода выживальщики, которые там показывают какие-то сугробы, которые могут спасти жизнь. Посмотрим, спасет ли она мне жизнь. Все, до связи. Спокойной ночи. Короче, ребята, такая фигня. Поспал, проснулся, думал утро. Достал телефон. Сейчас покажу. Время 23:52. Короче, жесть. Я замерз. Так, сейчас я включу фонарик. О, я замерз. От меня парит до сих пор. Прям вижу, как в воздухе летают кусочки влаги. Вот, сейчас это надо мне продырявить где-нибудь возле входа небольшую дырочку, чтобы кислород немного поступал. Короче, я сейчас буду крутиться на месте. Вот. Отжиматься не получится. Буду крутиться на месте, как-то шевелиться. Ноги у меня не замерзли, потому что у меня сапоги очень теплые. Из вспененной резины, ну вы знаете, популярные они. Они очень теплые, ноги у меня вообще прям тепло. А все остальное у меня холодно. Вот. Сейчас я, в общем, еще покручусь и постараюсь еще поспать. Ну, надеюсь, до утра дожить. Вот. Ну, в принципе, я ощущаю, что здесь, ну, явно теплее, чем, ну, чем минус 20 градусов. Поэтому, возможно, я и доживу до утра. Вот. Без всякого снаряжения ночую первый раз. У меня, ну, спички, ну, нож хотя бы всегда были, ну, всегда при мне, когда я в лес. Сейчас это жесть. Без снаряжения это тяжело очень. Вот. Ладно, попробую сейчас. Сейчас я маленько подвигаюсь, согреюсь и попробую еще поспать. Доброе утро, друзья. Так, проспал несколько часов еще. Я так замерз, что я фиг знает. Так, короче, время у нас так 4:47. Жутко замерз, но я еще жив. И блин, яркий фонарик такой. И, короче, сейчас я буду двигаться. Я первый раз, когда засыпал, подвигался, раз 50 перевернулся, пошевелил руками, там, шеей. Ну, ноги у меня по-прежнему теплые еще. Так, сейчас я еще, короче, подвигаюсь, потому что жесть. Вылазить я точно не буду, я лучше останусь тут. Вот. Ну, у меня тут нормально. Нормальная лежанка, все. Ну, никаких капель, ничего нету. Вот. С палки. Хотя вот с палки, ну, не знаю, будет видно, нет. Какая-то капелька. Ну, вроде не капала на меня еще. Вот. Ну, сейчас я еще пошевелюсь, и пар уже вроде не идет. Ну, тепло ощущаю. Ну, я замерз от того, что сырая одежда. Все, сейчас я подвигаюсь и еще постараюсь поспать несколько часов. Надеюсь, уже будет светло. Привет еще раз, друзья. Так, короче, время уже, прикиньте, 7:49. Офигеть. Короче, там, наверное, уже светло, но я что-то нифига никаких ни просветов, ничего не вижу.
Вот палка у меня там воткнутая для кислорода. Ну ничего, ноги не замерзли. Но я все равно замерз. Но сейчас я переворачиваться не буду. Никакие действия совершать физически. Я сейчас вылазю и валю отсюда. И валю домой в горячую ванну. Ну я вроде жив. На улице я посмотрю сколько градусов. Но к вечеру вроде было там порядка 20 обещали. О, сейчас я вылазю и сваливаю отсюда, потому что жесть. Просто. Ну вроде бы я жив. Вроде я жив, поэтому способ работает. Но что-то фонарик потерялся. Но этот способ в самых крайних случаях. Не повторяйте этого вообще никогда, потому что это жесть. Если у вас есть спички, лучше переночуйте возле какого-нибудь дерева, подкидывая веточки. Не лезьте в этот гроб. Ой, простите, в сугроб хотел сказать. Так, телефон воткнем в снег сюда. Чтоб он... Да что ты... О! Чтоб он светил мне тут. Ща. Блин, как я замерз. У меня вроде, блин, тело не так замерзло, как руки. Так, сейчас, секунду. Камеру возьму. Так, ну все. О! Я даже вижу там уже лучи солнца. Небольшой свет такой он пробивается, но все равно еще темновато. Темновато маленько. О, кайф. Все, сейчас я ломану. Горячая ванна. Жди меня. Офигеть. О, я прям как птичка на восходе он. Встаю. О, парит. Так, варежку одну вижу, вторую не знаю. Жесть, короче, сейчас я стартую в эту гору бегом и согреюсь. Ну все, друзья, я стартую в горку, чтобы согреться. А вы можете подписаться на мой канал. У меня будут еще всевозможные ночевки. Но это была, так сказать, экстренный выпуск, потому что меня новости эти очень разочаровали. Жалко мужчину. Примите, родственники, мои соболезнования. Вот. Крепитесь. До скорых встреч, господа. Спасибо за просмотр.